Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Сегодня мы сравним два флагманских арбалета от конкурирующих компаний, а именно Kraken 58 от компании Mannkung и акселератор 410 от компании Poilang. Mannkung является безусловным лидером рынка в России благодаря своей цене. Но сможет ли он конкурировать с арбалетами подороже или все-таки МК на чем-то экономит? Давайте разберемся. Начинаем пристреливать Kraken на 15 метров. Первые выстрелы. О, заебумба! Изначально мы хотели пристреливать арбалеты на 30 метров, но Kraken нам этого не позволил. Максимальная дистанция стрельбы с Кракена на плечах 43 килограмма оказалась 20 метров. Поэтому и акселератор мы пристреляли тоже на 20 метров, чтобы условия были равны. Начинаем отстрел арбалетов. Акселератор 410 и XB58. Делаем 6 серий по 6 выстрелов. Считаем результат после каждой серии. Стреляем одновременно. Удобно одевается натяжитель. Накидывается сверху, около планки, крепится крючками за тетиву и натягивается. Замок очень мягко срабатывает, я кайфую. С погодными условиями 6 серий по 6 выстрелов сделать нам не удалось, поэтому остановились на 3 сериях 6 выстрелов. Сейчас мы их закончили, эти 3 серии, и каждый арбалет набрал равное количество очков, поэтому делаем еще одну серию и подводим итоги стрельбы. $236 очков набрал Mannkung XB58 Kraken и 235 очков набрал акселератор 410 от компании Poilang. Стрельба была ноздря в ноздрю и перевес Кракена всего в 1 очко. Давайте замерим скорость на Kraken XB58. Плечи стандартные 43 килограмма. Поехали! 268. Ну что, замерим скорость, акселератор 410. $268. Производим замер силы нажатия на спусковой крючок. И Kraken. Килограмм 338 грамм. Оба арбалета оснащены регулируемым прикладом. На Mannkung он регулируется с помощью нажатия кнопки. Правда, немного приклад люфтит, но при стрельбе это никак не мешает. Также имеется регулируемый подщечник. На акселераторе приклад тоже регулируется, но 2 болтами. Чтобы его настроить, необходимо открыть подщечник, достать оттуда ключ, открутить винт, открутить второй винт, подобрать с пола упавшую гайку, подобрать нужную длину приклада, закрутить винты, не сломать подщечник и не потерять ключ.
зато ничего не болтается. Оба приклада имеют ключ для братхедов. Замок у Манкунга 58 крепится в металлическую направляющую. У акселератора 410 он крепится в пластик. У Кракена рукоять прорезиненная, у акселератора 410 она пластиковая. Также у обоих арбалетов цевьё регулируемое, но у акселератора 410 еще есть тактическая рукоять 5-позиционная. У Кракена колодка крепится одним болтом и контрится снизу. Это довольно-таки удобно. У акселератора 410 колодка крепится 2 болтами и одним снизу. На мой взгляд, это не очень удобно. Сейчас мы вам покажем, на какую максимальную дистанцию на плечах 43 кг и с регулируемой планкой можно пристрелять акселератор 410. Подняли максимально планку, прицельную. Дистанция 38 метров. Пробуем стрелять. Дистанция примерно 80 метров. Перелетело еще щит наш на 80 метров даже. Вот мы нашли стрелу. Она улетела примерно на 150 метров от выстрела. Вот он щит стоит, до него метров 50. Когда мы начали пристреливать оба этих арбалета, то столкнулись с проблемой, что на Кракене невозможно отрегулировать прицельную планку. И дистанция у арбалета за 40 тысяч оказалась всего 20 метров. Поэтому мы взяли акселератор 410 и решили же посмотреть, насколько он будет стрелять, на какую дальность, с планкой, которую мы отрегулируем по максимуму. И арбалет мы пристреляли практически на 150 метров. Я считаю, что с плечами с усилием 43 килограмма акселератор 410 на 100 метров будет стрелять точно. Пришло время подвести итоги и заполнить нашу сравнительную табличку. Сперва давайте поговорим про точность. Оба арбалета довольно-таки точны. Я не вижу явного победителя. Но раз уж Манкунг выиграл 1 балл, то победу я отдаю ему. Хотя и победа эта является номинальной. На плечах с усилием 43 килограмма скорость получилась одинаковая. Но чтобы обзор был полностью объективным, необходимо бы пострелять с усиленных плечей. На момент съемок усилков на Кракен не оказалось, поэтому имеем, что имеем. Но как они только появятся, мы обязательно снимем дополнительный обзор на скорость этих арбалетов с усиленными плечами. Теперь коснемся качества сборки. Начну с места под натяжитель. На акселераторе оно находится под рукоятью, и на мой взгляд это не самый лучший вариант, так как постоянно приходится натяжитель просовывать между прикладом и ремнем. На Кракене же крепление находится сразу за замком, и на мой взгляд это лучший вариант. Когда я писал сценарий для этого видео, то очень скептически отнесся к прикладу акселератора. Первое, что меня напрягло, это довольно-таки хлипкая крышка, и сам приклад регулируется не очень удобно. Однако стрельбы все расставили по местам, и приклад Манкунга сдался на первом же пристрелочном выстреле. Может, это был брак, может, недоработка, может быть, нужно было разобрать сам приклад и подкрутить там что-то. Но я это видео снимаю как покупатель. И если с точностью Манкунгу повезло, то с прикладом, увы, плюсик я ставлю 410. Следующий пункт в нашей таблице посвящен спусковому крючку. По силе нажатия на спусковой крючок победил Жнец
отрывом почти в 300 грамм. Но сам крючок на акселераторе звенит и болтается гораздо сильнее, чем на 58-м. На мой взгляд, спуск на 410 гораздо мягче, поэтому победу я отдаю акселератору. Давайте теперь поговорим про внешний вид. У арбалетов имеется крепление вивер под направляющий, куда можно установить не только цевье, но и ЛЦУ, тактическую рукоять и даже фонарь. Кольца, которые держат прицел на акселераторе, явно низкие. Поэтому если бы у меня был данный арбалет, в первую очередь я бы поменял именно их. В целом арбалеты очень похожи, поэтому ничья. Арбалет-акселератор чуть больше по габариту и весу, чем Кракен. Теперь о самом главном. Это цена. И здесь, конечно, безусловный лидер – это Кракен. Он стоит почти на 13 тысяч дешевле, чем его соперник. Поэтому я здесь отдам 3 плюса в пользу 58-го. Но давайте по чесноку. Большинство розничных магазинов практически ничего не зарабатывают с продукции МК. Поэтому цена сейчас на стороне покупателя. Доллар постоянно растет, а цена не меняется. Поэтому весь рост доллара компенсируется маржой магазина. Но сейчас эта маржа стала минимальной, и меньше уже некуда. А рубль все продолжает падать. Так что мне кажется, что цены на Манкунг скоро поднимутся. И каждому покупателю я рекомендую задуматься. Если вы хотите купить арбалет Манкунг, то сделайте это в ближайшее время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч!